Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас очень насыщенное видео. Во-первых, мы быстренько обработаем новенькие наши малявочки, вот эти вот буквально на днях купленные, вот эти вот мини-орхидеечки, солнечные красоточки, средством, универсальным средством от трипсов, средством безотказным. Я уже говорил, обещал, что мы сегодня о Batrider. Значит, огромное количество откликов было буквально несколько дней назад. Я делился и рассказывал, почему не работают те или иные средства, ну а именно Актара и Oberon Rapid на цветущих уже орхидеях, когда их обгладывают вот цветочки трипсы. И рассказывал, какими средствами лучше пользоваться на цветущих орхидеях и какие почему не работают, причину рассказывал. И вот сегодня, друзья, я, значит, тогда говорил о том, что вот это средство Batrider и пеноцид это одно и то же, одни и те же действующие вещества. Вот сегодня я расскажу, значит, и покажу, как мы будем вот этим пеноцидом применять его будем, потому что здесь 2 миллилитра, а здесь 10 миллилитров. Мне много не надо, чтобы мы вместе обработаем вот эти 3 орхидеи. Плюс я сегодня, друзья, представлю вторые 7, расскажу о вторых и покажу о вторых 7 орхидей, которые вторую партию из 14, которую завтра на нашем канале мы будем разыгрывать в очередном ежемесячном январском розыгрыше среди подписчиков и зрителей нашего канала и участников группы Архамания ВКонтакте. Ссылочка на нашу группу, друзья, в описании под этим видео. Поэтому, кто еще не влился в ряды орхонутых, пожалуйста, welcome, подсоединяйтесь к нам в нашей группе. Вы не только опылитесь и обогатитесь знаниями, но сможете общаться, делиться опытом, выкладывать свои фотографии, задавать вопросы, получать ответы по уходу за орхидеями. И вольетесь в 53-тысячную армию арханутых, которые находятся в нашей группе Архамания не только России, но и ближнего зарубежья, и в том числе и дальнего зарубежья. Там арханутые сидят. Плюс там есть онлайн-чат, беседка донов арханутых. Там вообще круглосуточные свыше 1000 человек сидят и в постоянном, в прямом эфире там кто-то присутствует и общается. В общем, друзья, заходите, скучно не будет. Еще я думаю, что из 50 с лишним тысяч человек еще никто не пожалел. Тем более, что, возможно, если вдруг, не дай бог, с Ютубом что-то у нас тут, как обещают, к концу февраля заглючится, то прямые эфиры с розыгрышами орхидей будут выходить там ВКонтакте. Мы уже провели один прямой эфир, все у нас так более-менее прошло неплохо. Поэтому заходите. А мы с вами сейчас, значит, что сделаем? Обработаем вот эти вот 3 красотки Batrider. Я расскажу, когда, при каких случаях его лучше всего применять и чем универсальным можно пользоваться в течение года, не применяя вот это вот средство, хоть оно и бюджетное на самом деле. Ну, я, кстати, сегодня тоже покажу бюджетные средства. И давайте я покажу уж сразу, раз уж мы тут собрались, парочку орхидей из завтрашнего розыгрыша. Напомню, что у нас будет 14 орхидей завтра в розыгрыше. Первую партию, ссылочку на это видео, которая 7 орхидей я уже показывал, цветущие, вау, красотки. Это Спанч Боб в оригинальном цветении, друзья, стандартном. Это Айхсин Спот Леопард тоже в оригинальном, там же наверху не достану. Значит, Спанч Боб, Айхсин Спот Леопард. Дикий кот в первом своем цветении вырастил его с 1,7, вот с такого прям с мизинца.
Первое его цветение показывал он цветущий, красавчик. Но у него еще сейчас фишка в том, что у него боковые лепестки рюшечками, прям рюшечками. Я вам сейчас покажу, друзья. Он прям с краешку здесь у меня стоит. Вот, он уже открыл второй цветочек открыл. Вот, смотрите. Вот у него рюшечками у него. Вот такой вот он интересный. Что главное, и на одном, и на втором, если обратите внимание, такие интересные заломы своеобразные. То есть экземпляр, я думаю, что такой, знаете, интересный экземпляр. В общем, я его вырастил вот с такого пипеточного состояния. Ладно, потом уберу его. Вот, он у нас завтра в розыгрыше. Дальше, Монтерей, Пилор. Пилоричная детка, которую мы отсоединили от мамы Пилора, цветет. Шиллериана. Little Emperor, который в первом своем цветении цвел 50 на 50, а во втором, к сожалению, процвел тоже стандартным оригинальным цветением. Седьмая орхидея под номером 195 это Малевина. Вот здесь вот она торчит между двух стоечек, цветущая Мальвина. Сейчас на нее такой дикий спрос. Просто потрясающе. За ней гоняются днем с огнем. Ну, Мальвина, она роскошная орхидея. Ну и теперь она под номером 195, а именно столько орхидей мы уже разыграли на нашем канале. Сейчас уже мы третий год ведем розыгрыши. К нашим розыгрышам ежемесячным присоединяются производители полезностей для орхидей. Обещают предоставлять призы для розыгрышей. Да, это я вам приоткрыл анонсик. Ну, не знаю, к завтрашнему розыгрышу вряд ли успеем. Но к следующему, февральскому, мартовскому и так далее у нас уже будут от производителей полезности орхидей куча призов. Это круто. Вот. Ну и сейчас я вам покажу 196-ю орхидею завтрашнего розыгрыша. Это Минск. Вот она, красотка. Вот такая вот. Это Минск. Именно эта, друзья, орхидея процветает в мутационном цветении Бернадеттой. Та самая Бернадетта, вон она на заднем плане, та самая несуразная орхидея. Кто смотрит наш канал, те помнят, что некоторое время назад урвал ее Бернадетту в Ашане, зашел, увидел и все, и прослезился, схватил и побежал на кассу. Так вот, Бернадетта — это мутационное цветение Минска. Да, орхидеи Минска. Вот это Минск орхидея. Это примерно то же самое, как каменная роза процветает у Magic Art. У такой вот тоже пестрой орхидеи процветает каменная роза. Это у нас, значит, Минск под номером 196. Да, 196. Я уже пронумеровал. Дальше, под номером 197. У нас мини-орхидея абрикос. Абрикос цветет как абрикос. Вот такая вот малявочка. Нашел, друзья, одну из последних орхидей, которую мы уже, наверное, 4 года назад сажали вот в эти вот подсвечники. Ее нужно пересаживать. Ну не знаю, уже я пересажу, либо победитель, кому она достанется, пересадит, ну, либо попросит, чтобы я пересадил. В общем, посмотрим. Она у нас под номером 197, менюшечка. Так, ну и еще раз, два, 3, 4, 5 орхидей. Я вам про них расскажу после того, как мы обработаем вот эти вот красотки. Вот эти вот красотки. Средства Батрайдер и Пиноцид. Это одно и то же, друзья. Это два средства одно и то же. Я уже рассказывал в видео. Вкратце повторюсь, что эти средства обладают 3 действиями. Системным, проникает в сок. Контактным, попадая на само насекомое,
просачивается в него и убивает. Ну, я так утрирую прям, чтобы для понимания. И третье, это кишечным, когда насекомое пытается прокусить поверхность листика, начинает его прокусывать, и, естественно, ему в рот попадает еда отравленная, и он того. Вот, все, вот тройное действие. То есть, но есть минус у этого средства. Минус то, что периодически постоянное применение этого средства, оно вызывает привыкание у насекомых вредителей. Поэтому применять его нужно, ну, опять же, это мое сугубо личное мнение, применять его нужно в случаях в двух. Первое, когда мы купили новые орхидеи, вот новые орхидеи, да, мы не знаем, обрабатывали ли их, не обрабатывали. Я сомневаюсь, что их будут в магазине обрабатывать Botryde, их будут более, скажем, такими доступными и простыми средствами обрабатывать. Новинкой не будут точно. А будут вот чем-нибудь другим. Поэтому вот все новые орхидеи, новые цветущие, нужно обработать вот Botryde. Он от трипса. Именно трипс съедает листики, вот эти цветочки, лепесточки. И Botryde очень хорошее средство от трипсов. Значит, когда еще мы хорошо обрабатывать? Когда, например, вот она коллекция вся, вдруг на цветущие орхидеи напали, вот вдруг напали, вы заметили, тогда да, берем и начинаем обрабатывать. Просто так им обрабатывать для профилактики, ну, наверное, все-таки не стоит. А для профилактики лучше всего это вот просто чисто раз в 10 дней обрабатывать, опрыскивать дегтярным мылом. Оно универсальное, и клещей отпугивает, и трипсов, и мучнистого червеца. А никто не любит запах дегтя. Это неприятно. Вот опрыскаешь, день-два дегтем воняет, и насекомые не любят. Вот раз в 10 дней профилактику делать, и горя знать не будете. Значит, еще одно универсальное средство от клещей, от трипсов, от всех. Но это когда орхидеи не цветущие. Ну, можно, конечно, и цветущие, когда лезут цветоносы, можно обрабатывать. Но просто когда уже цветут орхидеи, оно не действует на сами цветы. То есть вот сам цветок он не защищает. Он защищает зеленую растущую ткань, которая имеет свойство впитывать в себя. И это, конечно, Аберон Рапид. Думал, что я взял Аберон Рапид, а не взял я его. Аберон Рапид. Средство дорогое, реально дорогое. Уже сказали, литр стоит 12 тысяч. Это дорого. Есть, конечно, и в фасовке в мелкой продается. На Вальберес, там на Озоне. Следующее средство точно так же периодически можно обрабатывать, вот, друзья, нашатырным спиртом. Тоже отпугивает клещей, отпугивает трипсов, отпугивает всех сокососущих насекомых. Но он еще плюс дает то, что он еще является азот. Это, друзья, подкормка по листу, то есть опрыскивая орхидеи раз там в 10 дней, раз в летний, весенний, летний и осенний период будет очень-очень неплохо. По инструкции. Здесь на обратной стороне есть инструкция, сколько разводить в зависимости от того, какой концентрации нашатырный спирт. Дальше, если коллекции тоже маленькие, небольшие, то хорошее, очень хорошее средство, друзья, от Bonneforte. Вот этот спрей натуральный от насекомых, от всех они сейчас его делают. Выжимку из этой далматской ромашки, от паутинного клеща, трипса и других насекомых вредителей. Вот такое вот средство. Где-то что-то заметили летающее, попшикали. Я сам неоднократно, он меня выручал, и он в моей аптечке постоянно присутствует. То есть такого локального применения. Ну, понятно, что на всю коллекцию это очень дорого. Ну, когда там десяток другой орхидей, это средство очень неплохое. В общем, дегтярное мыло, нашатырный спирт и от Bonneforte вот такая штука. От всех абсолютно насекомых вредителей в межсезонье, между серьезными обработками Botryde или Аберон Рапидом очень-очень хорошо помогает. Итак, друзья, давайте быстренько, значит, обработаем наших красоток. Значит,
опрыскаем. Значит, что у нас тут? Открываю. А вот такой вот он. Тык-дык-дык. Значит, у него класс опасности. Давайте посмотрим. Ну, по-моему, 3-й класс опасности, как у всех. Ну, смотреть не буду, ладно. Времени нету. Давайте я сейчас в воде разведу его. Так, это 2 миллилитра у нас. Нам нужно, значит, смотрите, насколько он разводится. 2 миллилитра на 3 литра воды. Значит, нам на литр нужно сколько? На литр. В общем, нам нужно 1 миллилитр на 1,5 литра. Правильно? А на литр где-то 0,7. 0,7. Так. С учетом того, что у нас вот так вот где-то. Можно вот на глазок, я на просвет смотрю. 0,7 это чуть, значит, чуть должно остаться в пузырьке, чуть больше того, сколько я, половины того, что я отметил. Но мы сейчас отмеряем шприцом 0,7 на литр. У меня вот литр. Вода должна быть, друзья, не кислая и не щелочная, то есть нейтральная, потому что максимальный эффект будет, потому что многие вещества при попадании в соль либо в кислоту, ну, изменяют свои свойства, либо вообще не действуют. Так, вот такое вот оно, друзья, розовенькое. Вот, набираем. Нам надо 0,7 на литр, да? Ну, вот это где-то примерно вот так вот. Вот, 0,7 на литр. У меня все уйдет, потому что я сейчас остатки тоже возьму и пойду на другие растения какие-то использую. Вот. Теперь набираем сюда. Опа. Хоп. Не бойтесь, следов он не оставит. Это так кажется на видео, что он сейчас такой раз и таким цветом стал. Вот. На самом деле он такой розовый, приятный такой окрас. Вот. Так. Теперь беру. У меня вот такой пустой пузырек есть. Сюда набираю. И однократно, друзья, однократно, достаточно одного опрыскивания орхидеи с ног до головы, чтобы защитить ее от насекомых вредителей, а именно от трипсов. Именно от трипсов. Но я сейчас здесь не буду делать, опрыскивать. Почему? Потому что у меня под столом сидит собака. Вот, лежит собака. Обрабатывать орхидеи нужно в закрытом помещении. Ну как в закрытом? Хорошо проветриваем, но не закрытом, а недоступный для животных и детей помещении. Лучше, конечно, в безветренную погоду где-то на открытом пространстве, но мы архаманы, наши цветы зимой на открытое пространство не вытащишь. Поэтому в ванную их, и в течение там ближайшего пару часов, чтобы никто туда не заходил, опрыскать орхидеи, и все. А сейчас я возьму камеру и пойдем в туалет, и я опрыскаю их. Так, ну вот, друзья, первая красотка, вот такая вот она у нас. Вот. Что я и говорил, помните, в одном из видео, когда хотел их обрабатывать, что нужно подождать немножко, чтобы они захотели пить. Вот корни подсеребрились, стали такие светленькие. И сейчас вот обработка будет самое-самое то. Значит, как обрабатываем? Отворачиваем от потока струи, тылом их ставлю. Вот орхидеи тылом ставлю. Ну, понятно, что без камеры я еще потом более тщательно вот снизу листья опрыскаю. Значит, тылом ставим, чтобы струя шла, ну вот, не попадала в лицо цветочку, а вот сзади, если что, попадала. Вот, так, опа. Вот она, вторая. Вот так вот. И сейчас третью. Вот она, третья орхидея. Вот так вот.
Все, и сейчас мы их опрыскаем. Опа. Так, сейчас мы сперва попробуем на стенку. Вот. Видите, даже особо розового цвета и не видно. Хотя вода была, вот она прям вот еле-еле. Незаметно. То есть не надо бояться, ничего не будет. Все, и вот так вот прям обильненько опрыскиваем со всех сторон орхидеи. Можно добавить, кстати, прилипатель добавить, но вот сегодня я обрабатываю орхидеи без прилипателя, потому что в любом случае раствор он системный, и часть попадет, безусловно, в сок, вот по корням, впитается через поверхность, плюс еще контактного действия, то есть, в общем, нормально все будет. Вот так вот. Все, друзья, вот такая вот обработочка. Так, друзья, ну вот эти орхидеи, они еще мокренькие, я их принес сюда, чтобы продолжить видео и рассказать об оставшихся орхидеях. А оставшиеся орхидеи завтрашнего, друзья, розыгрыша, это вот эти вот три красотки. Две желтых и свекольная орхидея. Подписывать я сейчас их, ну, почему бы и нет. Давайте подпишем их, значит, по мере их. Так, это у нас 198-я. 198-я. Вот она. 198-я. Вот эта красотка. Так, вторая у нас желтенькая. Это у нас 199-я. 199-я. И, как вы уже понимаете, свекольная у нас 200-я. Да, друзья, 200-я. И остается еще две орхидеи. Они будут у нас завтра сюрпризиком. Но они многим, тем, кто постоянно смотрит наш канал, известны. Они уже принимали участие в видео на нашем канале. У них есть история. Мы вместе с вами их покупали, потрошили, проводили все процедуры. Думаю, что тем, кто выиграет 201 и 202 орхидею, останутся довольными. В общем, вот такое сегодня видео, друзья. У кого есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Ну, а всем, кто хочет испытать удачу, присоединяемся завтра в 10 часов по московскому времени здесь у нас на канале в YouTube. Мы с вами будем разыгрывать орхидеи среди подписчиков, среди участников группы Архамания ВКонтакте, являющиеся донами, и орхидеи, какие-то полезности прям в прямом эфире среди тех, кто будет участвовать в прямом эфире. Кстати, забыл сказать, что буквально вчера я отправил все призы, которые мы разыгрывали в новогодний розыгрыш, в декабрьский. Все горшочки, все грунты я упаковал, и в группе Архамания информацию о трек-номерах победителей я выложил, и самим победителям я начал, ну, тем, кто еще не увидел этот пост ВКонтакте, в Архамании, я начал в личку сообщать о трек-номерах, чтобы следили и за своими призиками-сюрпризиками. Все, друзья, а орхидеи у нас будут отправляться с наступлением теплых дней, ну, по крайней мере, у нас в Волгограде, когда температура не будет опускаться ниже хотя бы минус 4, минус 4 ночью, потому что сейчас у нас ночью, друзья, минус 15, это очень холодно. Все, друзья, всем хорошего настроения и до завтра, до встречи в 10 часов по московскому времени здесь, в прямом эфире на канале.